Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такой шарф. Давайте рассмотрим его поближе. Очень красивый узор. Вязать его несложно. В этом видео мы с вами все подробно разберем. По краям я украсила его кисточками. Длина такого шарфика у меня получилась почти 1,5 метра. Ну, считая бахрому, еще больше. Ширина. Так, ширину сейчас померяем вместе. 29-30 сантиметров. Я его не очень сильно растягивала при влажной обработке. Но он еще может, наверное, потянуться. Но я сильно его не растягивала. Выбрала пряжу такого приятного медово-бежевого цвета. Связала этот шарф на подарок. И знаю, что будущей хозяйке очень нравятся такие пастельные тона. Красивый цвет. Если вам нравится такой шарфик, присоединяйтесь. В конце видео свяжем вместе с вами. Поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Также хочу напомнить, что вы можете поддержать канал. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Спасибо вам большое. Не сказала бы, что этот шарф вязать быстро, все-таки полотно длинное. И придется немножко постараться. Потребуется время. Так что такие подарки нужно готовить заранее, если вы вяжете на подарок. А я думаю, такой шарфик станет изумительным подарком подруге, маме, сестре или себе любимой. Очень красивый шарф. Посмотрите, какой красивый узор. Мне кажется, любой женщине понравится такой шарфик. Можно связать его в любом цвете. Серым, голубым, вишневым, бордовым, кому какие нравятся тона. Ну давайте приступим. Вязать шарф я буду из пряжи фирмы Alize. Очень мягкая пряжа, приятная на ощупь, ниточка тоненькая. Информацию я напишу под этим видео. Состав пряжи и размер. Крючок буду использовать для основного узора 2 миллиметра, но начальную цепочку я буду набирать номер побольше, 3 миллиметра возьму, чтобы потом легче было провязывать первый ряд. Итак, давайте приступим. Делаем начальную петлю, сразу беру крючок потолще. И набираем цепочку из воздушных петель. Их количество должно быть кратно 16, это раппорт нашего узора, плюс 1 петля кромочная. У меня будет 8 раппортов, 128 петель и 1 кромочная, 129 петель. Итак, я набираю 129 петель. Давайте наберем цепочку самостоятельно и встретимся. Итак, набрали цепочку из воздушных петель. Меняю крючок на номер потоньше. Давайте рассмотрим сейчас вместе схему. Начнем вязать с фестончиков край нашего шарфика, потом будем вязать само полотно. Итак, вот ручку возьму. Провязываем первый ряд сюда, обратно, уголочек и спускаемся вниз к следующему фестончику. Вяжем сюда, обратно, уголок, спускаемся вниз. Итак, один за одним мы провязываем все 8 фестончиков. Ну или сколько у вас, 7, 9, 10, сколько кто набрал, какую цепочку. Провяжем эти уголочки, край шарфика. Потом поднимемся и будем вязать уже
основным узором наш шарфик. Но схему этого фестончика я сейчас прикреплю на экране. Можете сделать скрин. Так, ну давайте начнем. Итак, делаем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, 2 накида. И в пятую петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5 провязываем столбик с 2 накидами. Два накида, и сюда же в эту петельку провязываем еще один столбик с 2 накидами. Провязали 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида, пропускаем 3 петельки и в следующую провязываем столбик с 2 накидами. Пропускаем 3 петли, 1, 2, 3 и в следующую провязываем столбик без накида. Сделали 2 накида, пропускаем 3 петельки и в следующую провязываем столбик с 2 накидами. Три воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида, пропускаем 3 петли и в следующую столбик с 2 накидами. Первый, и сюда же в эту петельку второй столбик с 2 накидами. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, разворачиваем, 2 накида и провязываем столбик с 2 накидами в первый столбик, вот в следующий. Провязали. Далее 1 воздушная петля, накид, и в следующий столбик без накида, столбик с 2 накидами мы пропускаем, а в следующий вот в серединку провязываем столбик с 1 накидом. Одна воздушная петля, сделали 2 накида, в следующий столбик в первый, вот на этой группе из 3, столбик с 2 накидами, 1 провязали, 2 накида, в следующий столбик с 2 накидами. Так, ниточка вот своится немножечко. 2 накида и в вершину начального столбика в 4 воздушную петлю подъема также провязываем столбик с 2 накидами. Итого 3 столбика с 2 накидами у нас тут идут. Вот так. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, разворачиваем и вяжем сплит из 4 столбиков сейчас с 2 накидами. Итак, сделали 2 накида, в следующий столбик первая ножка, столбик с 2 накидами не до конца, 2 петли на крючке, 2 накида, сделали в следующий столбик, столбик с 2 накидами провязываем не до конца, это вторая ножка сплита, 2 накида, столбик с 1 накидом мы пропускаем, вяжем третью ножку в следующий столбик с 2 накидами не до конца. Так, 4 петли на крючке, 2 накида, в 4 воздушную петлю подъема в вершину начального столбика, столбик
с 2 накидами не до конца. 5 петель на крючке закрываем, провязали сплит. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Делаем соединительный столбик сюда же, куда мы вязали вот 4-ю ножку сплита. Давайте провяжем соединительный столбик. Снова 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Также спускаемся на ряд, провязываем вот сюда соединительный столбик, также в 4-ю воздушную петлю подъема. Соединили. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И теперь провязываем соединительный столбик в петельку на цепочке из воздушных петель, откуда у нас выходят вот эти 2 последних столбика с 2 накидами. Вернулись. Вот один уголочек мы провязали, фестончик. Давайте еще раз вместе провяжем. Итак, делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, начальный столбик с 2 накидами, 2 накида, и сюда же в эту петельку провязываем 2 столбика с 2 накидами. Эта петелька вытянута, но ничего страшного, потом она немножко подтянется. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, пропускаем 4 петельки, в следующую вяжем столбик с 2 накидами, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, в следующую столбик без накида, сделали 2 накида, пропускаем 3 петельки, 1, 2, 3, и в следующую столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, и в следующую вяжем 2 столбика с 2 накидами. Так, первый ряд готов фестончика. Далее 4 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 4, разворачиваем, 2 накида, столбик с 2 накидами, в следующий столбик с 2 накидами. Одна воздушная петля, и в средний столбик, столбик без накида, провязываем столбик с 1 накидом. Одна воздушная петля, и далее у нас идут 3 столбика с 2 накидами. Вот сюда. Первый столбик с 2 накидами, второй, а третий идет в 4-ю воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с 2 накидами, вот сюда. Провязали второй ряд фестончика. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, разворачиваем и вяжем сплит из 4 столбиков с 2 накидами.
Первая ножка в следующий столбик с 2 накидами. 2 накида, вторая ножка в следующий столбик. Два накида. Пропускаем столбик с одним накидом, в следующий вяжем столбик с 2 накидами. Третью ножку, столбик с 2 накидами не до конца, и четвертую ножку провязываем в вершину начального столбика, в 4-ю воздушную петлю подъема. Так, сейчас я поддену. Ниточка пушистая. 5 петель на крючке, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, соединительный столбик, в начало ряда, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, спускаемся вниз, соединительный столбик в вершину столбика с 2 накидами, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 и соединительный столбик в петельку на цепочке из воздушных петель, откуда выходят 2 столбика. Все, второй у нас фестончик готов. Вот такие уголочки получаются. Потом мы к ним будем крепить бахрому, вот к этим уголочкам. Все, давайте провяжем еще оставшиеся фестончики и встретимся, будем вязать основной узор. Итак, мы с вами провязали край нашего шарфика. Вот 8 фестончиков. Ширина у меня получается, я сейчас померила, 40 сантиметров, но это в растянутом виде. Я сильно не тяну, просто вот 40 сантиметров. Сейчас он немножко подсоберется, потому что вот эти столбики будут превращаться в ромбы, и он немножечко у нас сократится. Так. Основное полотно у нас вяжется рядами туда-обратно. Здесь уже все, мы не будем вывязывать каждый треугольничек. Схему раппорта я сейчас прикреплю на экране. Высота раппорта состоит из 6 рядов. Мы с вами провяжем 6 рядов вместе и дальше продолжим вязать самостоятельно. Итак, вяжем первый ряд. Набираем цепочку из 4 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. 2 накида. И сюда же, в эту петлю, в начальную, провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Итого 3 столбика у нас. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем 2 накида. Вот у нас 2 кластера, как бы вот, которые у нас в ромбик сейчас превратятся. В основании первого. Так, смотрим внимательно. Вот в эту петельку провязываем кластер из 2 столбиков, но не закрываем все петли на крючке. Вот вставляем крючок, провязываем первый столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, и сюда же провязываем второй столбик не до конца,
3 петли на крючке. Делаем 2 накида и переходим к основанию следующего кластера. Вот сюда. И также провязываем 2 столбика с 2 накидами не до конца. У нас будут 2 кластера с общей вершиной. Первый столбик с 2 накидами и сюда же в эту воздушную петлю второй. 5 петель на крючке, закрываем. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. Вот у нас петля, из которой выходят вот эти крылья бабочки, так назовем их. И в эту петлю также провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй, третий. Три воздушные, 1, 2, 3. И сюда же в эту петлю провязываем еще 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй, третий. Такой цветочек у нас получается. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида и снова делаем ромбик. Давайте вместе его провяжем. Вот у нас воздушная петелька, в нее делаем 2 столбика с 2 накидами не до конца. Это первый у нас будет неоконченный кластер из 2 столбиков с 2 накидами. 3 петли на крючке, 2 накида и переходим к следующему уголку ромбика и в него, вот в эту петелечку, воздушная петля вот у нас здесь на цепочке, в нее также провязываем кластер из 2 столбиков с 2 накидами не до конца. Первый столбик, второй столбик с 2 накидами, 5 петель, закрываем. Три воздушные петли, 1, 2, 3. И снова делаем следующую вот эту петлю большую, откуда у нас выходят крылышки. Также 3 столбика с 2 накидами. Рисунок на самом деле не такой уж и сложный, просто надо повнимательнее разобраться. Я потом еще поставлю на экране схему раппорта. Три воздушные и еще 3 столбика с 2 накидами в эту же петлю. Так, все, продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. И второй край вяжем симметрично этому краю. Также у нас ромбик и дальше 3 столбика с 2 накидами.
Провязали последние 3 столбика с 2 накидами. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд, поворачиваем на другую сторону. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. И в следующие 2 столбика провязываем по столбику с 2 накидами. Итого у нас получилось 3 столбика. Так, 1 воздушная петля, арка. Теперь столбик с 1 накидом в вершину вот этого сплита из 2 кластеров. Итак, сделали накид, вставляем крючок в вершину и провязываем столбик с 1 накидом. 1 воздушная, 2 накида, и в следующие 3 столбика провязываем по столбику с 2 накидами. Так. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и в арку из 3 воздушных провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующие 3 столбика провязываем по столбику с 2 накидами. Первый, следующий, второй, и третий. Одна воздушная, столбик с 1 накидом в вершину сплита из 2 кластеров в уголочек ромбика. 1 воздушная и снова 3 столбика с 2 накидами. Так, ниточка немножко рассваивается, точнее пушится. Так, провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и столбик с 1 накидом в следующую арку. 3 воздушные, и снова провязываем 3 столбика с 2 накидами. Вот так, провязали. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда. Последний столбик с 2 накидами мы провязали в 4-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с 2 накидами. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й ряд, разворачиваем. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Это первая ножка сплита. 2 накида. В следующий столбик с 2 накидами провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Закрыли 2 накида. 2 петли на крючке. 2 накида. В следующий столбик с 2 накидами вяжем 3-ю ножку сплита. 3 петли на крючке, 2 накида, пропускаем столбик с 1 накидом и в следующие 3 столбика с 2 накидами также вяжем по столбику с 2 накидами не до конца.
Закрыли 2 накида. В следующий тоже 5-я ножка сплита у нас получается. Столбик с 2 накидами. И 6-я ножка. Сделали 2 накида и в последний столбик провязываем столбик с 2 накидами. Так, закрыли 2 накида, 6 петель на крючке, закрываем. Вот так. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, и в следующий столбик с 1 накидом провязываем кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, и сюда же в этот столбик второй столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли закрываем. Далее арка из 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида, и сюда же в этот столбик с 1 накидом в его вершину также провязываем кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Первый столбик не до конца, 2 накида, и сюда же в этот столбик второй. 3 петли закрываем. Вот так. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, и снова вяжем сплит из 6 столбиков на вот этих 3 и на этих 3 столбиках. Итак, первая ножка, вторая, следующий столбик, третья, два накида, пропускаем столбик с 1 накидом, и в следующие 3 провязываем 4-ю, 5-ю и 6-ю ножки. 4-я, 5-я, 6-я. 7 петель на крючке, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Так, все, провязали сплит, и снова делаем 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, в вершину следующего столбика кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Семь воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сюда же в этот столбик провязываем еще 1 кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Провязали. 3 воздушные, 1, 2, 3, и снова сплит из 6 столбиков. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний сплит. Такие красивые ромбики у нас получаются. Вязать такой шарф прям удовольствие получаешь, очень приятный процесс. Так, вяжем 4-й ряд, делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, это начальный столбик, с 2 накидами разворачиваем, 2 накида, и в вершину сплита провязываем 2 столбика с 2 накидами.
1 и сюда же второй. Так, далее 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же в вершину сплита провязываем еще 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. Итого 6 столбиков. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, и в вершину кластера провязываем столбик с 2 накидами. Теперь столбик без накида в арку из 7 воздушных петель, 2 накида, и в вершину следующего кластера также провязываем столбик с 2 накидами. 3 воздушные, 1, 2, 3, и в вершину следующего сплита провязываем 3 столбика с 2 накидами, первый, сюда же второй, и третий. Три воздушные петли, 1, 2, 3, и еще 3 столбика с 2 накидами сюда же в вершину сплита. Так. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, столбик с 2 накидами в вершину следующего кластера, столбик без накида в арку и столбик с 2 накидами в вершину следующего кластера. 3 воздушные, 1, 2, 3, и снова вяжем 3 столбика с 2 накидами в вершину следующего сплита. Все, продолжаем вязать по рисунку. Провязали 4-й ряд, последние 6 столбиков с 2 накидами. Вяжем 5-й ряд. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, это начальный столбик с 2 накидами, разворачиваем, и в следующие 2 столбика провязываем по столбику с 2 накидами. 5-й ряд у нас повторяет 2-й ряд, но со смещением на пол раппорта, поэтому вместе сейчас провяжем его. Так, провязали. Так, сейчас 2-й доделаю столбик с 2 накидами. Так, 3 столбика готовы. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. В следующую арку столбик с 1 накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующие 3 столбика по столбику с 2 накидами, 1, 2, и 3. Так, далее 1 воздушная петля, теперь столбик с 1 накидом, столбик без накида в вершину ромбика,
1 воздушная, и в следующие 3 столбика вот на группе из 3 провязываем по столбику с 2 накидами. Первый, второй и третий. Так. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку столбик с 1 накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Снова 3 столбика с 2 накидами в следующие 3 столбика. Так. Сейчас переделаю. Здесь нужно послабее, наверное, вязать, тогда легче будет. Я уже привыкла плотненько вязать салфетки, поэтому тут надо перенастроиться немножко. Так, провязали. 1 воздушная, столбик с 1 накидом, следующий столбик без накида в вершину ромбика. 1 воздушная и снова 3 столбика с 2 накидами. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали 5-й ряд, последние 3 столбика с 2 накидами. Вяжем 6-й ряд, это у нас последний ряд раппорта. Итак, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. Это у нас первая ножка сплита. 2 накида. Во второй столбик провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида. И в третий столбик провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Три петли на крючке, закрываем. Провязали начальный сплит из 3 столбиков с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида. И в вершину следующего столбика с 1 накидом провязываем кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида. И сюда же провязываем еще один столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли закрываем. Далее 7 воздушных, арка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида. И сюда же в вершину этого столбика с 1 накидом провязываем еще один кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Первый столбик, второй столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли закрываем. Провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида. И на следующих 6 столбиках с 2 накидами провязываем сплит из 6 столбиков. Итак, первая ножка, столбик с 2 накидами не до конца. В следующий столбик вторая ножка, 2 накида, третья ножка. Пропускаем столбик с 1 накидом и на следующих 3 столбиках также вяжем 4-ю, 5-ю и 6-ю ножки. Так, 4-я, 5-я, 6-я. Столбик с 2 накидами не до конца. 7 петель на крючке, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли. Сплит готов.
Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида. В следующий столбик с одним накидом провязываем кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Первый столбик не до конца, второй столбик с 2 накидами не до конца, 3 петли закрываем, 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида, и сюда же в этот столбик с одним накидом провязываем еще один кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Три воздушные, 1, 2, 3, и на следующих 6 столбиках также вяжем сплит из 6 столбиков с 2 накидами. Продолжаем вязать. Все, раппорт мы с вами разобрали. Начинаем вязать, повторяем с того момента, когда мы начали вязать первый ряд, вот отсюда. Минута, на которой у нас начинается провязывание первого ряда, я ее укажу в описании под этим видео. Можете отмотать обратно и продолжать вязать 7, 8, 9 и так далее ряды. Повторять узор. Так вяжем шарф до нужной длины. Я хочу извязать весь моток, ну посмотрим, какой длины получится шарф. И в конце, когда мы будем вязать фестоны на противоположной стороне, на другом краю нашего шарфика, мы с вами встретимся и эти фестончики провяжем вместе. Все. Всем счастливого времяпрепровождения. Вяжем шарфик до нужной длины и встречаемся. Давайте посмотрим, что у нас пока получается. Я связала уже достаточно длинное полотно. По длинному краю шарфика у нас тоже будет такой волнообразный край. Потом при влажной обработке мы его расправим все ровненько. Я пока ничего еще не растягивала, длину уже провязала. Вот давайте пополам свожу. Вот такой уже большой. Вот сейчас я его так померяем. Вот 54 сантиметра у меня уже, умножить на 2, 108 уже у меня в длину. Но он еще растянется после стирки. Когда будет готов, я постираю, все разложу ровненько. Так, уже приближаюсь к концу. Так, по ширине он у меня выходит. Тоже давайте померяем до обработки. 31 сантиметр. Вот. Такой шириной. Пряжи остается уже немного. Уже. Так, давайте померим, сколько осталось пряжи. У меня был новый моток. Осталось 18 грамм пряжи. Хочу сейчас нарезать сразу из остатка вот бахрому. Вытаскиваю нитку из серединки, второй кончик, и сделаю бахрому. У меня будет 8 кисточек с одной стороны и 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 с другой стороны. Вот сейчас отрежу ниточки, приготовлю на кисточке, чтобы точно уж хватило. И что останется, довяжу край шарфика. Давайте сейчас нарежу и вернусь к вам. Ну, наверное, вот такой бахромы хватит. Так, если пополам свернуть, то получится 12 сантиметров, 24 одной. Тут на узелок он немножко уйдет. Вот так достаточно, да. Все, нарезаю. Вот такие кисточки будут. Итак, я нарезала бахрому, нужное количество ниток.
И теперь из оставшейся пряжи продолжаю вязать. Мне еще хватит, наверное, раппорт или два провязать. Сейчас я это сделаю. И с вами будем довязывать фестончики с обратной стороны. Так, на каком моменте мы останавливаемся? Вот у нас волнообразный край шарфика. Он состоит из 6 рядов, 3 ряда, широкий край, вот так, самая широкая точка по длине, и снова на сужение 6-й ряд. Провязываем еще 3 ряда до широкой точки и встречаемся, когда провяжем вот этот последний сплит из 3 столбиков с 2 накидами, чтобы край наш был симметричный началу. Так, давайте с этой стороны, чтобы понятнее было. Так, он еще весь свернутый. Останавливаемся вот в этой точке, встречаемся и начинаем провязывать уголочки. Итак, мы подходим к концу нашей работы. Провязали нужную длину шарфа, и сейчас нам осталось оформить второй короткий край шарфика. Давайте рассмотрим схему. Мы находимся вот в этой точке. Вяжем первый ряд фестончика. Возвращаемся в обратную сторону. Вяжем макушечку и спускаемся вниз. Второй край мы вяжем аналогично началу нашего шарфика. Схему этого фестончика я сейчас прикреплю на экране. Можете сделать скрин. Итак, делаем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Начальный столбик с 2 накидами. 2 накида. И сюда же в вершину сплита провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Здесь пока идет все по рисунку. Итого 3 столбика. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида. И в вершину столбика с 2 накидами. Вот сюда. Тут у нас получилось как бы сплит. Вот в него провязываем столбик с 2 накидами. Но здесь все по рисунку у нас. Пока без изменений. В следующую арку из 7 воздушных петель столбик без накида, 2 накида, далее столбик с 2 накидами в вершину следующего столбика с 2 накидами. Вот, ромбик наш готов. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида, и в вершину следующего сплита, вот у нас из 6 столбиков он, провязываем 2 столбика с 2 накидами. Не 3, как у нас по рисунку было до этого, основной узор, а 2 столбика. Первый и второй столбик с 2 накидами. Провязали. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. 2 накида. И в вершину следующего столбика с 2 накидами. Вот у нас пара. Из первого у нас уже выходит начальный столбик. И в следующий провязываем столбик с 2 накидами. Одна воздушная петля. Накид, пропускаем столбик с 2 накидами и в следующий столбик без накида провязываем столбик с 1 накидом. Одна воздушная, 2 накида,
И вот у нас 3 столбика начала ряда, в них провязываем по одному столбику с 2 накидами. Первый, 2 накида в следующий столбик, столбик с 2 накидами, 2 накида, и в 4-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с 2 накидами провязываем еще один столбик с 2 накидами. Так, далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, разворачиваем, 2 накида, в следующий столбик, во второй, провязываем столбик с 2 накидами не до конца, 2 петли на крючке, 2 накида, в следующий, в 3-й столбик также провязываем столбик с 2 накидами не до конца, 3 петли, 2 накида, пропускаем столбик с 1 накидом, и в следующий столбик с 2 накидами, вот у нас пара столбиков, в первый провязываем 4-ю ножку сплита, столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, и в 4-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика 5-ю ножку сплита. Вот, 5 петель на крючке, закрываем, провязали сплит из 5 столбиков, далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и сюда, в эту же петлю, куда мы провязывали последнюю ножку, 5-ю ножку сплита, делаем соединительный столбик. Стараемся подцепить за 2 ниточки. Снова 4 воздушные. Это у нас имитация столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Спускаемся еще вниз по этой стороне уголочка. И также в 4-ю воздушную петлю подъема. Вот у нас 4 петли. Вот в верхнюю. Также за 2 петелечки вставляем крючок, соединительный столбик. И еще раз 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Так. И теперь делаем соединительный столбик в вершину сплита из 6 столбиков. Сейчас я развожу, и будет видно уже, не на весу, чтобы. Все, один уголочек у нас готов. К его вершине, вот к вершине сплита, будем потом делать бахрому, приделывать кисточку. Давайте еще раз вместе провяжем. Итак, давайте второй фестончик вместе сделаем. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, начальный столбик с 2 накидами, 2 накида, и сюда же в вершину этого сплита провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Мы вяжем первый ряд следующего фестончика. Провязали 3 столбика, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида, и делаем столбик с 2 накидами в следующий столбик с 2 накидами. Здесь все по рисунку у нас. Теперь в арку столбик без накида, столбик с 2 накидами в вершину следующего столбика с 2 накидами, ромбик готов. 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида, и в вершину следующего сплита провязываем 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Все, первый ряд готов фестончика.
Далее 4 воздушные петли, вяжем второй ряд. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем шарфик в другую сторону. 2 накида. И в соседний столбик провязываем столбик с 2 накидами. Одна воздушная петля, накид, пропускаем столбик с 2 накидами и в вершину столбика без накида провязываем столбик с 1 накидом. Одна воздушная петля, 2 накида и в следующие 3 столбика, вот группа из 3, которые провязываем в каждый по столбику с 2 накидами. 1, 2, 3. Второй ряд готов. Вяжем третий ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. 2 накида и вяжем сплит. Первая ножка готова. В следующий столбик вяжем вторую ножку сплита. Столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида. Третья ножка в следующий столбик. 2 накида. Столбик с 1 накидом мы пропускаем. В следующий столбик 4 ножка. 2 накида и в 4 воздушную петлю подъема 5 ножка. 5 петель, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 и спускаемся вниз. Так, в 4 петлю, куда мы провязывали последнюю ножку, соединительную петлю сделали. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Спускаемся еще вниз на ряд. В 4 воздушную петлю подъема соединяем. Соединительной петлей. И еще 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И в вершину сплита соединительный столбик. Так, второй уголочек у нас готов. Вот такая красота получается. Все, мне осталось сделать еще 6 таких фестончиков. Довязываем, делаем соединительный столбик, последний, закрепляем нитку и прикрепляем бахрому. Итак, наш шарфик готов. Сейчас я его постираю со специальным средством для шерсти и раскладываем на полотенце, чтобы он высох и принял правильную форму.
Ну вот, шарф высох, стал ровненьким, красивым. Посмотрите, какой очаровательный получился у нас с вами шарф. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такое красивое изделие. Поставьте большой пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!